Иран начал ракетную операцию против американских военных баз на Ближнем Востоке. Масштабный удар стал ответом на недавние атаки США по ядерным объектам Исламской Республики. Согласно сообщениям агентств Аль-Джазира, Фарс, а также отдельных иранских СМИ, в ночь на 23 июня Тегеран инициировал серию ударов по американским объектам в Катаре, Ираке, Бахрейне и Кувейте. Центральной целью стала крупнейшая база ВВС США в регионе – Аль-Удейд в Катаре, где размещен командный центр операций Центрального командования. Операция получила название Бешарат-э-Фатх, что в переводе означает «благая весть о победе». Отметим, что по информации CGTN, Иран также атаковал военную базу США в Сирии. Корпус стражей Исламской революции заявил, что в ходе удара по авиабазе Аль-Удейд были использованы высокоточные ракеты, причем их количество соответствовало числу американских снарядов, примененных ранее при атаке на иранские ядерные объекты. Иран подчеркивает, что удары носили строго военный характер. Целью была исключительно американская военная инфраструктура, находящаяся вдали от гражданских районов. Категорически отрицается намерение нанести ущерб Катару или его гражданам. Более того, по данным The New York Times, Иран за несколько часов до атаки проинформировал катарские власти и, предположительно, даже США о своих намерениях, что позволило эвакуировать персонал и технику с базы. Белый дом подтвердил, база была полностью эвакуирована заранее. Несмотря на это, регион оказался на пороге масштабного конфликта. Сирены тревоги сработали на американских объектах в Ираке, Бахрейне, Кувейте. Военные США приведены в состояние полной боевой готовности. Базы переведены на красный уровень. Отметим, что истребители поднимаются по тревоге с базы принца Султана в Саудовской Аравии и направляются в сторону Ирана. Несколько стран региона – Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия – закрыли воздушное пространство. ВВС США и Израиля активизировали патрулирование и присутствие в небе над регионом. Согласно источникам Аль-Арабия, десятки гражданских авиарейсов были экстренно перенаправлены или отменены. Самолеты Qatar Airways совершили незапланированные посадки в Стамбуле. На этом фоне президент Дональд Трамп провел срочное совещание в ситуационной комнате с министрами и командованием. Источники в Белом доме и CNN сообщают, атака расценивается как символическая, без явного ущерба. США не спешат с ответом и делают акцент на сдержанности. Однако, как подчеркивают официальные лица, дальнейшее развитие событий будет зависеть от поведения Ирана и союзников США в регионе. Примечательно, что, несмотря на напряженность, дипломатические каналы остаются открытыми. Специальный представитель президента по Ближнему Востоку Стив Уитков продолжает диалог с иранскими представителями. Основная проблема – невозможность связаться с аятоллой Али Хаминеи, который, по данным CNN, переместился в засекреченное убежище. Источники утверждают, что даже официальным лицам в Иране сложно установить с ним контакт. Это парализует процесс принятия решений и осложняет любые переговоры. Тем не менее, американская сторона подчеркивает, Вашингтон по-прежнему отдает предпочтение мирному решению и не заинтересован в масштабной войне. По словам чиновников, еще до ударов США по иранской ядерной инфраструктуре был направлен сигнал, что операция будет ограниченной, а дипломатия остается приоритетом. Высший совет национальной безопасности Ирана в своем официальном коммюнике сослался на Коран. «Если кто напал на вас, нападайте на него так же, как он напал на вас». Иран подчеркивает, что ответ был не агрессивным актом, а зеркальной реакцией на действия США. Официальные лица Тегерана подчеркивают уважение к катарскому суверенитету и заявляют о приверженности добрососедским отношениям. При этом речь идет о сигнале, адресованном исключительно Вашингтону и его союзникам. Отметим, что иранские удары вызвали волну осуждений со стороны ряда стран. Ливан, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и палестинская администрация резко осудили действия Тегерана. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива назвал атаку отвратительной. Саудовская Аравия заявила, что полностью поддержит ответ Катара на удар.
Однако среди дипломатических голосов особенно выделилось заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое прозвучало как попытка вернуть процесс в русло переговоров. Мы переживаем серьезный момент для мира и стабильности на Ближнем и Среднем Востоке с очень явными последствиями для нашей коллективной безопасности. Я хотел, чтобы мы собрались сегодня, через 10 дней после ударов между Израилем и Ираном. Удары США прошлой ночью открывают новую фазу, которая, очевидно, требует бдительности и решительных действий с нашей стороны. Я смог поговорить со всеми лидерами региона, включая президента Ирана, с которым я говорил вчера и сегодня, а также с европейскими коллегами. Ясно, что мы все призываем к тому, чтобы не было эскалации, убеждены, что никакой исключительно военный ответ не может привести к желаемым результатам, и что возобновление дипломатических и технических переговоров является единственным способом достичь цели, которую мы все преследуем, чтобы Иран не смог обзавестись ядерным оружием, а также чтобы не было эскалации, которую нужно контролировать в регионе. Кроме того, я призвал каждого вернуться к диалогу по вопросам ядерного оружия и баллистических ракет. Безопасность наших граждан в Иране и Израиле – приоритет во всех отношениях. То же самое касается нашего дипломатического персонала и военных. Мы соберем совет, чтобы оценить угрозы, поделиться анализом и определить дипломатические шаги, которые нужно предпринять в ближайшие часы и дни, подытожил Макрон. Отметим, что в ответ израильские ВВС атаковали цели в Тегеране, включая штаб-квартиру Басидж, тюрьму Эвен, объекты революционной гвардии и другие структуры. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Цахал действует с беспрецедентной силой, и атаки будут продолжены, пока не будут достигнуты все стратегические цели. По данным Reuters, Израиль уже ищет пути завершения операции, стремясь избежать длительной войны. Самое важное тут тот факт, что незадолго до начала иранской ракетной кампании в Москву прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По нашим инсайдерским данным, он передал Владимиру Путину письмо от аятоллы Хаминеи. В письме содержались просьбы о поставках ПВО, беспилотников, авиации, а также о более решительной поддержке со стороны России. Тегеран дал понять, ему нужна не просто поддержка на словах, а стратегический союз. Путин, как сообщается, пообещал подумать. На фоне военной и дипломатической эскалации прозвучало и редкое личное послание аятоллы Хаминеи, предположительно адресованное Вашингтону и Иерусалиму. «Я стар, мое тело ничего не стоит. Если Израиль думает, что выиграет, убив меня, он ошибается. Эту войну ведет иранская молодежь. Даже если ты убьешь меня, это не повредит Ирану. Иран основан на морали. Мы никого не порабощаем в этом мире», подытожил Али Хаминеи. Ситуация на Ближнем Востоке достигла новой точки кипения. Иран и США продолжают демонстрировать силу, при этом оба сигнализируют о нежелании полномасштабной войны. На этом фоне дипломатия, которую активно продвигают Франция и ряд арабских стран, может стать последним инструментом сдерживания. Однако баланс остается крайне хрупким, и любое несогласованное действие способно превратить тщательно просчитанный сценарий в настоящую катастрофу. Посткриптум. На фоне накаленной обстановки Дональд Трамп сделал несколько заметных заявлений. В частности, он выразил благодарность Ирану за предупреждение о предстоящем ударе, отметив, что это позволило избежать жертв и раненых. По его словам, теперь Тегеран имеет шанс добиться мира, и он намерен призывать Израиль последовать этому примеру. Чуть позже Трамп написал в своем микроблоге следующую фразу: «Поздравляю весь мир, пришло время мира». И, наконец, отметим, что нам стало известно. Бахрейн, Кувейт и ОАЭ после иранских ракетных атак на военные базы США открыли свое воздушное пространство. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и Ближнего Востока.